Невозможно не заметить, как к штабам кандидата Надеждина, к компании которого еще пару недель назад все относились как к анекдоту, встали длинные очереди желающих поставить подпись. Это важный маркер. Сам кандидат и его перспективы тут не имеют решающего значения. Маркер этот важный для нас, для независимых российских политиков, почти в полном составе живущих за рубежом. Мы, или наши коллеги, скорее всего, недооцениваем потенциал, который скрыт в российском обществе и отшлифован результатами социологии. Ведь социология это показывает лишь то, что 5-10% лоялистов, которые соглашаются отвечать на вопросы, но не поддерживают войну, слабее. Видимо, нам стоит куда меньше смотреть на то, что люди говорят, и куда больше на то, что они делают. Тогда может оказаться, что общество наше не в суицидальной апатии, а совсем наоборот. Чтобы объяснить, что именно я имею в виду, зайду чуть издалека. Начнем с факта, который невозможно оспорить, с сюжета, в котором себя проявила настоящая Россия. Только прежде чем начнем, завтра у меня живое выступление в Риге, потом в понедельник в Таллине, дальше Цюрих, Милан и Тель-Авив. Билеты по ссылке в описании, есть билеты для студентов и беженцев по 10 евро в Риге и Таллине. Все, начинаем. В 2022 году было много разговоров о том, как россияне на самом деле относятся к войне. Существуют ли те несметные толпы добровольцев, о которых заявляла пропаганда? Наступил ли в России напророченный бодренький фашизм, где граждан хлебом не корми, дай только в строй встать? А потом случилось 21 сентября, и все эти разговоры сразу разрешились сами собой. Сколько человек проголосовало ногами, наводнив Ереван, Тбилиси, Стамбул, Бишкек, Дубай, Тель-Авив, весь безвизовый зарубеж? Мы не знаем точно. Оценки разнятся от 700 тысяч до миллиона с лишним. Все, что мы знаем наверняка, мобилизация привела, если не к крупнейшей в абсолютных цифрах, то точно к самой интенсивной волне исхода из России за всю ее историю. Никогда еще за 3 недели из России не уезжало население крупного областного центра. Как минимум Ижевска, а скорее Самары. Иммиграция – это вам не подпись поставить, не на выборы сходить, даже не на митинг выйти. Переезд – тот шаг, на который люди часто не решаются, даже сидя под бомбами. Большинство людей, рожденных в самых небогатых регионах России, проживут в них всю жизнь. Даже если до Москвы или Питера им добираться 3 часа на автобусе за 500 рублей. Сколько бы кто ни говорил о массовой миграции, даже из Африки, из Ближнего Востока в Европу, из Латинской Америки в США, речь все равно всегда идет о единичных процентах. Если в стране война или физический голод, то может быть о 10%, или больше чуть-чуть. Но это никогда не идет речь о большей части населения. Поэтому, когда столько людей одномоментно решаются на столь радикальный поступок, сняться с места и уехать, куда глаза глядят, куда найдется билет, без какого-либо понимания, что их там ждет, в этот момент нужно все соцопросы выбросить в окно, чтобы никого не смешить. Ведь очевидно, что на каждого, кто купил билет в Душанбе за 80 тысяч, найдется как минимум десяток другой человек, кто мыслит в ту же сторону, но по самым разным причинам, от ментальных до социальных и финансовых, не может всю свою жизнь сложить в ручную кладь и уехать в один конец. Если порядка 1 миллиона человек ситуация не устраивает до такой степени, что они эвакуируются из страны, как из пылающего здания, то значит есть еще десятки миллионов, которых эта ситуация тоже не устраивает. И мы их не видим в соцопросах. Мы о них можем только догадываться, нащупывать по косвенным признакам. Например, когда Ереван оказывается в первой десятке городов по стоимости аренды жилья, прямо под боком у Нью-Йорка. То же самое демонстрирует случай с Екатериной Дунцовой. Журналистка из Ржева. Ее политический опыт сводится к муниципальному мандату. Федеральная известность равна 0. И она вдруг заявляет о президентских амбициях, не имея, казалось бы, никакой под этим почвы. Ни политической, ни финансовой, ни медийной. Но вместо того, чтобы утонуть в предвыборном шуме, оставшись каким-то вздорным заявлением, эта новость вызывает прилив энтузиазма. Да такой, что ЦИК от греха подальше даже до сбора подписей кандидатку не допускает. Кажется, все почуяли вокруг Дунцовой дрожь земли. Будто пусти ее сейчас подписи собирать, в мае придется к присяге приводить. Очевидно же, что Дунцова не могла возникнуть ни на каких прошлых выборах. Даже в выхолощенном 2018 году. Такое выдвижение посчитали бы шуткой или кремлевской разводкой. Но сейчас явно есть бурлящий запрос на перемены, который скрыт от глаз, в том числе и от глаз социологов. Но едва где-то возникает прореха, малюсенькая дырочка, крошечная надежда на перемены,
как тут же вся энергия запроса в эту точку устремляется. Еще совсем недавно, даже в сравнительно мрачные времена второй половины десятых, имелись способы легально заняться гражданской активностью. На митинг против недопуска кандидатов в Мосгордуму нельзя, конечно, но выйти против реновации, вырубки свалки, за губернатора Фургала вполне можно. Можно высказаться на эхе Москвы, можно пойти работать в штабы Навального, можно избраться муниципальным депутатом или даже баллотироваться в федеральные. Можно, в общем-то, относительно свободно высказываться в интернете. Особенно если это не ВКонтакте и Одноклассники, а Facebook, Telegram, Instagram или Twitter. Так шанс нарваться на преследование за слова ничтожно мал. Даже совершенно системные политики, вроде депутата КПРФ Рашкина, могли публично оппонировать власти, прямо с думской трибуны. Независимая политика в России была наглухо выдавлена из федерального публичного поля, от телевизора до Яндекс.Новостей. Но на тех площадках и ресурсах, что остались, она пышно цвела и развивалась. Люди учились объединяться для отстаивания своих прав, для достижения общих целей. Учились собирать донаты и приучались донатить сами. Учились ходить на выборы, участвовать, агитировать, наблюдать, подписи собирать и оставлять. Из маргинального развлечения для жуликов, чем это все было в нулевые, политика вдруг превратилась в респектабельную общественную деятельность. Как только ты вешал табличку «У нас тут независимая политическая движуха», у тебя уже не было проблем с людьми, желающими как-то к этой движухе присоединиться. Поработать самим или оплатить работу других. И какие все это были люди? Если у вас аналитик McKinsey избирателей не обзванивал, а разработчик Яндекса конверты не заклеивал, то вы какой-то неправильный либеральный политик. У нас никогда не было проблем понять, какими темами живет российское общество, и отделить их от того, что навязывает пропаганда. Если реновация в Москве была встречена в штыки, то протест этот был таким, что ни с чем не спутаешь. Все соцсети бурлили, каждый высказывался. То же самое касается протестов по мусорным свалкам. От этой дискуссии нельзя было скрыться при всем желании. Или помните протест в Екатеринбурге против строительства храма за парк? Не нужно было гадать, сходите вы с собеседником во взглядах или не сходитесь. За него говорила страничка в соцсети. По подпискам и репостам все было понятно сразу. Мы могли оценить число наших единомышленников, понять, что мы не одни такие, что 128 миллионов просмотров у фильма Навального про дворец Путина не ветром нанесло, что тема эта важна. Да, чем дальше, тем больше людей на митингах били и пихали в спецприемники. Но одна активность довольно быстро сменялась другой. Выяснялось, например, что люди готовы собирать десятки миллионов рублей на гражданские компенсации для тех, кого посадили. С одной стороны, из-за того, что любая протестная активность объявлена вражеской, мы не можем сейчас ни увидеть недовольных, ни оценить масштаб недовольства, ни услышать реальную политическую дискуссию внутри России. Больше нет площадок, где можно безопасно выразить позицию. Больше нет никакой активности, не влекущей последствия. Из-за этого мы, политики, журналисты, аналитики, блуждаем во тьме и пытаемся на ощупь по косвенным признакам прикидывать реальные настроения в российском обществе. Когда кто-то из тех, кто остался в России, говорит, что антивоенных голосов не слышно, у замечания этого есть вполне объективные основания. Достаточно немного рефлексии. А мой-то голос кто-то вокруг услышит? Я могу позволить себе поговорить на эти темы хотя бы в офисной курилке? Или понижаю звук у телевизора, когда смотрю Максима Каца, чтобы соседи не прознали? Кто знает, что я против войны? Может, в том баре, куда я хожу каждую пятницу, все против, но каждый совершенно обоснованно побаивается каждого, и все друг друга считают лояльными молчунами. Это совершенно естественное и единственно возможное поведение в данных условиях. Ведь задача каждого – сберечь себя, пережить систему, не угодив бессмысленно в ее желудок, не пожертвовать собой. Но есть объективный побочный эффект. Мы не знаем, сколько нас. Мы не можем оценить, сколько вокруг людей думает так же. Реальное настроение теперь – область догадок. С другой стороны, вынужденная ненормальность, невозможность политической дискуссии, отсутствие путей для проявления гражданской активности – все это только накапливает потребность ее проявлять. И едва возникает шанс проявить ее безопасно, люди пользуются им с невиданным ранее энтузиазмом. Понятное дело, что Борис Надеждин – это не кандидат мечты. И тут подчеркну, что мы сейчас говорим не о человеке, только о кандидате. Он не то чтобы глаголом жжет сердца людей, имеет какую-то команду базовых сторонников. От него пахнет инвайтом, в который просто добавь воды, орбитом без сахара
и пультом, завернутым в полиэтилен. 90-ми. Он поживее, конечно, Григория Явлинского, но Надеждин – либеральный политик 30-летней давности, и скрыть это непросто. Именно это и делает случай Надеждина очень удобным и показательным для нашего рассуждения. Вот эти очереди, которые сейчас стоят перед штабами Надеждина, они же явно туда пришли не из-за его леденящей кровь харизмы. И не из-за какой-то впечатляющей кампании. Кампании-то никакой еще нет, потому что на нее и денег нет, и ресурсов. Кажется, они пока вообще ни одной листовки даже не напечатали. Все, что есть у Надеждина, это бескорыстная помощь независимых спикеров, вроде меня, и людей, пришедших помогать ему делать кампанию, которые еще хоть как-то остались в России. Люди стоят в очередях, а штаб, который никогда не собрал бы подписи на улицах, просто потому что это слишком дорого и сложно в организации, и этот штаб чудесным образом начал эти подписи набирать и набирать. Потому что у людей есть такая потребность. Поставить подпись за человекообразного кандидата – это сейчас единственный легальный способ для людей наших взглядов собраться вместе, так, чтобы государство это видело, но не могло возразить. Кандидат допущен до сбора подписей ЦИКом. Не существует правового основания, чтобы объявить незаконным желание оставить за него подпись. И мы видим, как много людей за эту возможность жадно хватаются. Они берут паспорт, едут на точку сбора, отстаивают очередь, иногда на морозе, отдают свои данные, заполняют лист, похожий на кредитную заявку, и делают это, чтобы в воюющей стране сказать «мы против Путина». Это совершенно нетривиальное действие и не рядовой масштаб вовлеченности. Не то же самое, что поставить анонимно галочку в тиши кабинки. Речь идет о вовлеченности в кампанию кандидата, о котором 90% подписантов услышали в первый раз месяц назад. Нам с вами, тем, кто участвовал в выборах, донатил, подписи собирал, то есть людям по уши втянутым в политику, кажется, что тут ничего особенного нет. Но на самом деле еще как есть. Можно, конечно, похвалить себя. И есть за что. После моего ролика желающих подписаться прибавилось очень существенно, о чем сообщают штабы из самых разных регионов. Но вообще в политике так не работает. Не может политик с бухты-барахты к чему-то призвать. Померзните, дескать, друзья в очереди и отдайте свои данные вот этому чуваку. Максимум, что может политик, в чем его роль и состоит, это почуять разлитое в воздухе настроение и найти способ его концентрированно применить. Сегодня я описал вам свое ощущение. Сотни тысяч людей, которые выходили на разные митинги за минувшие десятилетия. Десятки тысяч сотрудников штабов, волонтеров, наблюдателей, активистов. Миллионы людей, которые за нами следили, смотрели ролики, слушали «Эхо Москвы», читали «Медузу». Те, кто нас репостил и нам донатил. Все то гражданское общество, которое при активном противодействии государства пробилось через асфальт и расцвело, так вот оно никуда не делось. Многие уехали, но осталось в разы больше. И когда мы с Дождем, ФБК, Медузой и многими другими СМИ взялись сделать марафон солидарности с политзеками, внезапно за день собралось 34 миллиона рублей. Абсолютный рекорд дневных сборов российской политики. На такой результат и близко никто не рассчитывал. Оптимистической целью тогда ставили 4 миллиона собрать. Люди пришли в восторг от того, что им дали коробку, куда можно накидать денег на доброе дело. Сделать что-то полезное, вместе выйти из сумрака. Люди хватаются за любую возможность совместного, безопасного действия, за которое не прилетит дубинкой по голове. И людей таких больше, чем мы думаем. И больше, чем рисуют соцопросы. Мы не можем ожидать от таких граждан публичного голоса. Он криминализован. Но можем судить по действиям. По тому, как люди реагируют, когда государство приходит к ним домой с повесткой. С каким воодушевлением они воспринимают любую безнаказанную активность. Перспектива Надеждина как кандидата, конечно, вилами по воде писаны, вопросов нет. Соберет ли штаб подписи, будет ли принято решение по этим подписям его регистрировать. Это все черный ящик, на который мы повлиять не особенно можем. И при любом исходе расстраиваться не нужно. Но кое-что мы знаем прямо сейчас. Разговоры о гражданской апатии в России очень далеки от реальности. У нас не гражданская апатия, у нас гражданский голод, огромный скрытый потенциал. Те возможности, мимо которых еще недавно люди бы прошли и не заметили, теперь будут взяты в такой оборот, что шерсть по закоулкам полетит. И вне зависимости от того, кого зарегистрируют, а кого нет, это уже наша ответственность, ответственность политиков. Надо перестать считать себя теми, кто вещает на какое-то незначительное меньшинство, проповедует церковному хору. Мы должны создавать точки приложения вот этой затаенной гражданской энергии. Энергия, очевидно, есть. Главное ее применить.
Борис Надеждин по-прежнему собирает подписи, и их по-прежнему не хватает. Особенно не хватает подписей людей, у которых региональная регистрация. Приходите в штабы Надеждина по всей стране, чтобы подписаться. Если у вас регистрация не в Москве или Питере, бегите прям бегом в штаб. Именно региональных подписей может не хватить для регистрации. Ставить подпись в любом штабе можно за любой регион. То есть, если вы живете в Москве с костромской пропиской, приходите в штаб в Москве. Ехать в свой регион не надо. Ссылка на штабы в описании. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com. До встречи в вашем городе!